Глава 211. Жайо уже приготовилась сорваться с запястья селяня и дать отпор врагу. Но когда принц разглядел, кто перед ним, он тут же расслабился и спросил: «Вы?» Иньюй. В полу в какой-то момент образовалась огромная дыра, через которую могли пролезть два человека, и теперь Иньюй, наполовину высунувшись из этой дыры и сжимая в руке острую лопату, тяжело выдохнул, стер пот со лба и сказал: «Ваше Высочество, это я. Как хорошо, что я не ошибся с подкопом. Скорее идемте, принц совсем забыл о чудесном артефакте, которым владел Иньюй, лопате повелителя земли. Следовало бы благодарить провидение за то, что лопату у него не конфисковали. Оказывается, неприметность иногда тоже может сослужить хорошую службу. К примеру, в беспорядочном сражении враг наверняка не станет намеренно нападать на такого человека. Но, соответственно, его могут случайно поранить свои же. Селянь только хотел подать Иньюю руку, чтобы вытянуть его из ямы, но вдруг невольно отшатнулся. «Ваше Высочество! Что с вами?» — удивился Иньюй. Принц тоже был удивлен, почему он вдруг так себя повел. Затем на ум сразу же пришел ответ. Это не он отшатнулся, а переместившийся в его тело Ши Цинсюань. Лопата повелителя земли, можно сказать, была ему знакома, и неудивительно, что Ши Цинсюань ассоциировал артефакт с тем, кто когда-то владел лопатой. Сердце селяня беспричинно ёкнуло, должно быть, это была бессознательная реакция Ши Цинсюаня. К счастью, тот не стал чрезмерно предаваться эмоциям и быстро вернул управление телом селяню. Принц сразу позабыл о том, что собирался спросить Хуачена, кто придет на помощь, и поскорее прыгнул следом за Иньюем в проход, ведущий под столицу бессмертных. Дыра над ними тут же затянулась. Они некоторое время ползком перемещались в темноте, как вдруг селянь кое о чем вспомнил. Иньюй, неужели эта лопата способна пробиться через барьер вокруг столицы? Нет, наверное. А хотите сказать, вмешался Ши Цинсюань, что, несмотря на божественность, лопата может прокопать ход только под столицей бессмертных? Но получается, что она совершенно бесполезна. Иньюй, почесав затылок, ответил: «Я бы не сказал, что совершенно. Сейчас во дворцах всех богов войны установлено магическое поле, призванное ослабить их магические силы и тем самым увеличить время на залечивание ран. Боюсь, если они останутся в своих дворцах, их боевая мощь не восстановится и за несколько лет. Лучше нам выкопать где-нибудь потайной грот при помощи лопаты повелителя земли и собрать там всех богов войны. А когда их силы вернутся, попробовать прорваться с боем. Постойте. Градоначальник Хуа говорит, просто спрячь где-нибудь этих никчем, этих богов войны, и пусть себе зализывают раны. Даже не думай вырваться из лап Цзюньву. Это верная смерть». Иньюй поразился: «Ваше Высочество, вы общаетесь с градоначальником по духовной сети. Но ведь это невозможно». «Нет, нет, с вами только что говорил не я, это я, Ваше Высочество Иньюй», — воскликнул Ши Цинсюань. Но поскольку обе фразы были сказаны принцем, Иньюй окончательно запутался: так это вы или вы? Или не вы, Ваше Высочество? Ши Цинсюань цокнул языком: это я, повелитель ветров. Нет, сейчас меня следует называть бывшим повелителем ветров. Я воспользовался перемещением души. Ох, как же утомительно передавать что-то на словах. Ши Цинсюаню приходилось перемещаться к селяню, слушать и смотреть, затем вновь перелетать в свое тело и рассказывать об услышанном и увиденном Хуачену. Несколько таких повторов, один за другим, даже при мысли об этом накатывает усталость. Иньюй торопливо поблагодарил: «О, вот оно что! Вы, наверное, очень устали, благодарю за труды». И с удвоенной силой принялся копать. Они еще довольно долго ползли вперед, когда Иньюй наконец остановился. «Думаю, это где-то здесь. Ваше Высочество, спрячьтесь тут ненадолго, а я схожу за следующим небесным чиновником». Проход за ними постепенно закрылся, и селянь воскликнул: «А, вы пойдете один?» «Я с вами». «Лучше не стоит», — ответил Иньюй, — «не стану вас обманывать, но чем больше проход, который проделывает эта лопата,
тем больше тратится сил. Пожалуй, один я справлюсь быстрее. Ближайший к нам дворец принадлежит. Он будто задумался на мгновение, но не закончил фразу, а сказал: в общем, я скоро вернусь. Усталость Ши Цинцюаня от постоянного применения перемещения души и колоссальных затрат магических сил передалась и селяню. Принц сел на землю, с трудом покивал, чувствуя, как голова и тело наливаются тяжестью, и, подперев лоб рукой, ответил: «Хорошо», поэтому Иньюй сделал новый проход и исчез в нем. Селянь же лег на землю и закрыл глаза. Неизвестно, сколько прошло времени, когда он вдруг пробудился и позвал Иньюй, кругом царили темнота и мертвая тишина. Совершенно очевидно, что Иньюй до сих пор не вернулся. Ши Цинцюань это подтвердил: «Ваше Высочество, вы проснулись. Наверное, устали». А Иньюй еще не возвращался. Сон помог селяню немного восстановить силы. Принц спросил, как давно он ушел. Почему же до сих пор не вернулся, почти час назад? Может быть, заблудился, селянь почувствовал неладное. «Я отправлюсь за ним». С такими словами он поднялся и направился ползком в проход, куда ушел Иньюй. Поскольку Иньюй собирался вернуться тем же путем, проход, сделанный лопатой повелителя земли, пока не исчез. Селянь стал осторожно продвигаться вперед, как вдруг Ши Цинцюань сказал ему: «Собиратель цветов под кровавым дождем говорит: ГГ, лучше не ходи». Селянь остановился. Он боится, что ничего хорошего впереди не ждет, да. И, судя по тону, градоначальник Хуа очень серьезен. Но ведь именно поэтому я должен отправиться на поиски. В противном случае, если Иньюй повстречался с чем-то непредви, неожиданно принц почувствовал холод вдоль позвоночника, замер и рывком обернулся. Ши Цинцюаню тоже передалось это ощущение, отчего тот вскрикнул: «Мамочки, это что еще такое?» Спину вдруг охватила дрожь, но позади оказался все такой же темный и пустой проход, больше ничего. Селянь долго вглядывался в эту темноту, прежде чем заключить: «Все в порядке». Но Ши Цинцюань тут же закрыл рот и задержал дыхание, потому что после фразы «все в порядке» принц одними губами сказал ему: «Не издавайте звуков, там кто-то есть». В этом проходе под столицей бессмертных был кто-то еще. И только что он находился прямо за спиной селяня, но стоило тому обернуться, исчез. Интуиция селяня в отношении опасностей никогда его не подводила, поэтому принц решил: нельзя позволить противнику понять, что он замечен, лучше притвориться, что все в порядке. Ши Цинцюань больше всего на свете ненавидел подобные обстоятельства, по его плечам побежали мурашки, и он спросил: «Это его высочество Иньюй?» Будь это он, нам бы не пришлось вести себя столь скрытно. Помолчав, селянь снова беззвучно спросил: «Сань Лан что-нибудь говорит?» Этот ваш Сань Лан сделал такое страшное лицо. Он говорит: ГГ, в крайнем случае перемещайся в тело повелителя ветров». Но селянь не знал даже, хватит ли ему магических сил на использование такой серьезной техники. А если и хватит, он не мог, похлопав себя по заду, бросить воцарившийся в столице бессмертных беспорядок и смыться, подумав лишь о собственном благе. «Не волнуйся, Сань Лан», — ответил он. Однако, не успев сказать, почему именно не стоит волноваться, резко вскинул голову. Впереди только что ощущение опасности накатило на принца сзади, а теперь еще и спереди. Но в кромешной темноте ему так и не удалось ничего разглядеть. Ши Цинцюань одними губами спросил: «Ваше Высочество, вы опять что-то почувствовали? Что же делать? Куда теперь идти, вперед или назад?» Селянь сосредоточенно огляделся. «Это лишь означает, что какой бы путь я ни выбрал, все одно, и пополз вперед». Но вскоре снова остановился, слегка озадаченный. Ши Цинцюань невольно вскрикнул: «Да что же это такое?» Сейчас перед ними появилась развилка. Два прохода, ведущие в разные стороны, неужели, предположил Ши Цинцюань. Это Иньюй, выкапывая проход, понял, что ошибся, вернулся и прокопал его в другую сторону. Селянь подумал: Иньюй прекрасно знаком со столицей бессмертных, как он мог ошибиться? Боюсь, тому есть более страшная причина.
Принц не стал озвучивать свои мысли, вместо этого сказал: «Цинь-Сюань, помоги мне спросить Сань-Лана, какой путь лучше выбрать? Левый или правый?» Спустя мгновение Ши Цинь-Сюань отозвался: «Собиратель цветов под кровавым дождем говорит, что не может дать ответ, среди этих дорог нет верной». Селянь даже не знал, что на это сказать. Ему, конечно, тоже казалось, что на любой из этих дорог его ожидает нечто скверное, однако не мог оставаться на месте. Подумав, принц предложил: «Тогда выбери ты, Цинь-Сюань». «А я?» «Да. Если выберешь ты, существует вероятность, что мы пойдем по более безопасному пути». Но выбор, сделанный мной, Ши Цинь-Сюань тут же перебил: «Хорошо, я понял». Посомневавшись немного, он повернул голову влево. Селянь кивнул и пополз по выбранному проходу. Чем дальше принц продвигался, тем сильнее сужался лаз. В какой-то момент Селяню уже и дышалось с трудом, хотя он еще мог ползти дальше. Спустя несколько кривых поворотов проход наконец расширился, и Селянь оказался в более-менее просторном гроте. Проделанный путь нагнал на принца и Ши Цинь-Сюаня страху, но, к счастью, они не повстречали никакой реальной опасности. Оглядевшись, Селянь спросил, что это за место. «Не знаю, не могу рассмотреть, колеблясь», — ответил Ши Цинь-Сюань, «но мне оно почему-то кажется знакомым». А не только Ши Цинь-Сюань, но и сам Селянь тоже заметил. Ну, конечно, это место им знакомо. Ведь это же тот самый потайной грот, где Селянь совсем недавно лег отдохнуть в ожидании Иньюя, сомнений быть не может. Кроме того, здесь имелся и другой проход, тот, который Иньюй проделал лопатой повелителя земли и по которому Селянь отправился его искать. Ши Цинь-Сюань в ужасе затраторил: «Почему мы опять вернулись? Разве тут был тот лаз, из которого мы только что выбрались?» Разумеется, не было. Когда они покидали грот, из него вел только один путь. А тот лаз, через который они снова сюда попали, появился неизвестно когда, просто возник сам по себе. Левая дорога от развилки сделала огромный круг и привела их обратно, и этот проход точно проделал не Иньюй. Он не стал бы тратить так много сил на столь бессмысленное занятие. Похоже, и это самое страшное, они столкнулись с чем-то весьма подозрительным. Селянь подумал, что ему все-таки следовало пойти вместе с Иньюем. Затем, не тратя слов, снова нырнул в проход, из которого только что выбрался, дополз до развилки и на сей раз повернул направо. Принц прополз еще немного, и Ши Цинь-Сюань сказал ему: похоже, на этот раз моя удача оказалась не намного лучше вашей, я выбрал неверный путь. Надо было сразу идти направо». «Нет», — возразил Селянь, — «я думаю, что ваша удача все же вас не подвела». «А почему?» «Как бы вам сказать, как можно деликатнее», — начал принц, «потому что очень может статься, что правая дорога окажется страшнее, чем левая». Они оба услышали, как за их спиной раздался странный шорох, будто что-то очень быстро ползло за ними. Селянь отпустил Жайо и хлестнул лентой за спину: «Жайо, помоги нам задержать погоню». И пополз вперед еще быстрее, практически преодолевая Патьшану за несколько мгновений. Ши Цинь-Сюань от напряжения едва не тронулся умом. Ха-ха-ха-ха-ха, как волнительно. Как волнительно, как волнительно. Самое волнительное еще впереди. Вот. Глядите. Ну что там опять? Селянь остановился, испустив долгий вздох. Перед ними возникла очередная развилка. Направо Ши Цинь-Сюань подсказал первое, что пришло в голову. Принц решительно повернул в сказанном направлении, но на дальнейшем пути им то и дело стали попадаться развилки. Ши Цинь-Сюань только и успевал выбирать: налево, направо, налево, направо, уже не различая, что говорит. В момент опасности, когда все менялось за секунды, он даже не успевал покидать тело Селяня и спрашивать Хуачена, что им делать, потому что за следующим поворотом их могло ожидать что-то совершенно противоположное нынешнему положению дел. Жайо удалось ненадолго задержать нечто за их спинами, однако оно все же неумолимо приближалось. А тем временем проход становился все уже и теснее,
пока в результате принц вовсе не смог пошевелить даже плечом. «Дальше проползти не получится», — сказал принц, понимая, что застрял. Что же делать? Неужели идти назад? Но тварь, которая гналась за ними, вот-вот настигнет беглецов. Не бойся. Настоящий мужчина должен быть гибким перед обстоятельствами. Не можем продвинуться вперед, значит, нужно отступить назад так назад. Ну же. Принц отполз на 2 шага, высвободил руку и уже намеревался схватиться за рукоять Фансиня и, наконец, всласть сразиться с их преследователем, но тут кожу на голове обдало холодом. Сердце селяня тоже похолодело, он вскинул голову наверх, но не смог ничего разглядеть, только будто бы услышал, как в темноте над ним кто-то усмехнулся, затем на голову принца легла чья-то рука. Он округлил глаза, но в следующий миг потерял сознание. Некоторое время спустя селянь медленно пришел в себя. Только очнувшись, принц обнаружил, что сидит на стуле, к которому его крепко привязали. Он попытался вырваться, но тут же понял, что его связала Жайо. Не понимая, что происходит, селянь произнес: «Жайо, что ты делаешь?» Лента обиженно потерлась о принца с висевшимся концом. Селянь присмотрелся внимательнее и понял, что Жайо завязана крепким мертвым узлом. Неудивительно, что Жайо потеряла способность сопротивляться, лента больше всего на свете боялась завязаться в мертвый узел. Раньше, когда она была совсем непонятливая, любила гоняться за собственным хвостом, и такие игры заканчивались тем, что Жайо сплеталась в клубок, из которого не могла выпутаться. Каждый раз селяню приходилось спасать ее. После Жайо стала послушнее, поумнела и больше не завязывала себя в мертвый узел. Выхода не было, селянь решил попытаться просто разломать стул, но, к его величайшему сожалению, и стул тоже не сдвинулся с места. Похоже, его укрепили при помощи магических сил. Что ж, если пошевелиться не получилось, для начала можно изучить обстановку. Селянь огляделся по сторонам. Должно быть, он находился во внутренних покоях дворца какого-то небожителя, здесь все сверкало новизной и великолепием. Принц не смог сразу определить, чей это дворец, зная лишь одно — это точно не дворец Шинью. Стоило ему так подумать, и на плечо легла рука, а над головой раздался мягкий голос: «Ох, Синьлэ, Синьлэ! Какой же ты непослушный!» При первых же звуках этого голоса по голове селяня пробежала волна онемения от ужаса. А тот, кто стоял за ним, вышел вперед, заведя руку за спину. Да, это был Цзюню. Другая его рука все так же лежала на плече селяня. С каждой фразой делая шаг, Цзюню произнес: «За то время, что ты вознесся в 3-й раз, в столице бессмертных происходит то одно, то другое, то там порвется, то здесь сломается. Посмотри на себя, ну что за озорство? Ты ведь не маленький мышонок, чтобы шнырять по подземным ходам». Разве это забавно? От его мягкого, милосердного тона, напоминающего то, как взрослый обращается с возлюбленным дитя, которое творит глупости, у селяня волосы зашевелились на голове. Принцу стало очень не по себе, он совсем не представлял, как следует разговаривать с владыкой. Неожиданно ноги коснулось что-то ледяное. Селянь опустил голову и увидел белое существо, прижимающееся к его сапогу и глазеющее крайне злобным взглядом. Это был дух нерожденного. Принц поднял голову, примерно догадываясь о том, что произошло. Инь-Юй копал проход при помощи лопаты повелителя земли, но Цюнь схватил его и послал в подземелье столицы бессмертных темных тварей, из-за которых селяню и пришлось пережить весь этот кошмар с развилками. Селянь долго безмолвствовал, прежде чем все-таки понял, что хочет сказать: «Ваши увлечения поистине омерзительны». Погоня в подземелье заставила принца вспомнить те дни, когда безликий Бай загонял его до невозможности вдохнуть, до холода в сердце и дрожи в печенках. Если хотел поймать его, хватал бы сразу, к чему нагонять такого страху. Цзюнь-У, впрочем, выглядел весьма довольным. Он улыбнулся, все-таки Синьлэ стал гораздо храбрее. На это селяню нечего было ответить, и он сменил тему, где Инь-Юй. Цзюнь-У взялся за спинку стула и развернул принца в другом направлении. «Не спеши, ты его увидишь. И не только его.
Перед селянем оказалось зеркало, в котором принц вместо собственного отражения увидел побледневшего Иньюя, у ног которого лежал еще кто-то, весь избитый и без сознания. Только по копне вьющихся волос представилось возможным определить, что это Цюань Чжэнь. Селянь сразу насторожился. «Что вы задумали?»